Такой творожный пирог – это бюджетный вариант домашнего чизкейка. Само собой, творог здесь нужен очень хорошего качества, достаточно жирный, хотя бы 9%. Творог предварительно нужно пробить блендером, обязательно в единую однородную массу. Зернистости вообще не должно быть, пробивайте очень хорошо, несколько раз, если творог довольно крупный, зернистый. Также здесь используется ягодная начинка, она готовится очень легко и просто. Сейчас все по порядку объясню. Пирог с творогом сочетается абсолютно с любой ягодой. У меня была вишня, немного черники. Вкладываем замороженные ягоды в глубокую посуду с толстым дном. Размораживать предварительно их не нужно. Теперь на 300 грамм ягод насыпьте 100 грамм сахара. Молоть его тоже не нужно. Обычный сахар. Сахарная пудра не нужна. Хорошенечко перемешайте. Далее на 300 грамм ягод нужно взять где-то 1,5 ложки кукурузного крахмала. Все хорошенечко перемешайте и добавьте немного лимонного сока. Сок обостряет вкус ягод, улучшает вкус. Пока ягоды заморожены, крахмал и сахар будут плохо распределяться. Просто хорошенечко все перемешайте и поставьте на средний огонь. Ягода нагреется и сахар с крахмалом хорошо перемешаются. Вначале, пока крахмал не вступил в реакцию, смесь будет довольно мутной из-за крахмала. Потом, когда смесь подзакипит и минуту прокипит, крахмал вступит в реакцию, у вас будет полностью прозрачная начинка. Вот я включила печку и поставила где-то на 5, а так у меня максимально 10. Ягоды начинают прогреваться и давать довольно много сока. Подливать воды не нужно. Сливать ее тоже не нужно, потому что крахмал загустит. Сахар уже практически растворился. Видите, сока довольно много. Цвет пока довольно мутный, но не пугайтесь, так и должно быть. Как я сказала, как только закипит и слегка прокипит, все будет прозрачным, как и должно быть. Вот, ягода наша начала закипать, появились первые бульки. Продолжайте мешать ягоду, не дайте ей закипеть. Нам не нужны вареные ягоды, нам нужно только их закипятить, чтобы крахмал сработал. Появляется пеночка на ягодах, это тоже уже все идет к кипению, так и должно быть. С момента закипания на среднем огне отсчитывайте минуту или 2, не больше. Вот так должна выглядеть ягодная начинка после 1-2 минут кипячения на среднем огне. Полностью сработал крахмал, ягоды стали прозрачные, начинка стала глянцевая, без пенки. Такую начинку мы добавляем в наши десерты, торты, пирожные. Для теста в просеянную муку добавьте сахарную пудру и сливочное масло, холодное, только что из морозильника. Его можно натереть на терке или размять руками, как кому удобно. Быстро-быстро все это перетирайте и делайте такую крошку мучную сахарную. Затем добавьте яйца и уже сформируйте ком теста. Долго руками месить тесто не нужно. Его достаточно просто слепить. Как только ком слепится, этого достаточно. Не грейте слишком масло, иначе у вас не будет рассыпчатое и вкусное песочное тесто. При формировании шарика из теста можно руки смазать слегка оливковым маслом. Теперь готовое тесто сразу распределите по всей форме. То есть можно это делать руками, можно раскатать на скалке, но руками быстрее делается. И так вы чувствуете толщину. Я примерно делю тесто на 2 части. Нижнюю часть я руками распределяю по низу, где-то с толщиной 0,5 см. Вторую часть я раскатываю в прямоугольник и уже как пояс сверху добавляю. Либо, если у вас получится с первого раза, как у меня, можете полностью растянуть весь шарик и на борта тоже. Далее, для того, чтобы на срезе у вас была четко видна граница между творожной начинкой и тестом, вот обычной крышечкой пластиковой я формирую вот этот сгиб 90 градусов, чтобы было красиво. Ну и дополнительно утрамбовываю, придаю форму, чтобы все было ровненько, отлично. Теперь целиком всю форму поставьте в холодильник на полчаса. Для начинки нужно 30% жирные сливки взбить в крепкие пики. Затем нужно смешать сливки с творогом, пробитым блендером, до однородной массы. Добавить в эту смесь яйца, кукурузный крахмал и рисовую муку. Все хорошенечко перемешать. Примерно так будет выглядеть наша начинка. Я ее дополнительно еще пробиваю с помощью блендера, чтобы была абсолютно однородная, очень гладкая масса. Начинка готова, поставьте ее пока в холодильник. Начинку плотно закройте, чтобы не заветрилось. Теперь наше тесто достаем из холодильника, прокладываем туда пергамент на дно, накалываем вилкой, насыпаем на пергамент
гречку, что угодно. У меня это был горох. И выпекаем примерно 20 минут до светло-золотистой корочки, наш корж. Горох нужен для того, чтобы тесто наше не поднялось. И накалывать нужно не только дно, но и стенки, чтобы оно держало форму. Конструкция должна выглядеть примерно вот так. Достаем тесто из духовки и высыпаем горох. Теперь, когда корж немного подостыл, нужно просто в хаотичном порядке распределить творожную массу и ягодную начинку. Примерно это будет выглядеть вот так. Все затем поставите уже до готовности выпекать, опять в духовку, все вместе, где-то на 170 градусов на 1 час. Если не хотите золотистую корочку сверху, то ставьте на 160. Мне очень нравится такой творожный пирог в теплом виде, начинка не разваливается, он прекрасно режется.